Видно, насколько плотно все, он в одна к свекле одной. здесь, да. Все в свекле. Вот, да. Длинная какая Ага. вообще. Особенности Да. этого сорта. Опа. Сорт цилиндра, его особенность длинные корнеплоды. Довольно хорошо из земли торчат, поэтому, думаю, обойдемся без выкапывания. Ну и вот, одни из самых лучших представителей урожая этого года. Красивая выросла. Очень красивая свекла. Я прям очень довольна. Конец октября, 22-е. Вышли выкопать свеклу. Несколько дней было сыро, моросил дождь слабенький. Вот выдалось 2-3 дня нам на уборку урожая. Постараемся использовать. Несмотря на то, что ботва пока что видно, что достаточно хорошая, все равно будем выкапывать, потому что дальше по прогнозу ожидаются явное похолодание. Дело идет к зиме. Так что за эти 2-3 дня вот свеклу, морковку там дальше, ну и батат надо выкопать. Сорт цилиндра, его особенность длинные корнеплоды. Довольно хорошо из земли торчат, поэтому, думаю, обойдемся без выкапывания. Просто будем так вот дергать и все. Да, все выступают. Угу. Видно. Наполовину примерно. Да, видно, что торчат хорошо из земли. Понеслась. О! Понеслась. Такая вот. Ну, тут будет всякого размера. Да. Кстати, мне больше всего нравится даже не крупная, а вот такая. Вот это идеальный размерчик. Вот это такой я размер люблю. Поэтому мы никогда сильно-сильно прям не прорываем. Чтобы как раз таки был идеальный размерчик. Да, цилиндра позволяет, у нее вот да, она размер большой, а диаметр маленький. Да, поэтому она загущенность хорошо переносит цилиндр. Конечно, сказались дождички предыдущие, они хоть и не сильные были, но перед этим там мы поливали где-то там, да, за неделю. Да. И оно в итоге несколько грязновато, конечно. Опа. Опа. О, какой кабан. Кабанище. О, прям шикарно. Казалось бы, насколько густо росла, вот такие штуки. Да, выросли. да. Прям классненькие. Вот они, кабанчики. Почему-то свеклу мне нравится прям вообще с кабанчиками называть. Опа, хороша. Кстати, я сейчас очень люблю борщ с большим количеством свеклы. Прям главный ингредиент — это свекла. И, Жек, тебе ж нравится? Вот Да, этот мне мой даже цвет нравится. новый борщ, да? Раньше как-то я меньше свеклы клала. А теперь прям свекла. Кстати, насчет свекла. Свекла. Да, все там, ну, вернее, многие могут сказать, что правильно свекла, но в разных регионах правильно разное. Да. Не стоит путать то, что вы слышите, с тем, что преподается в школе. Для нас, например, более привычно говорить Ну, все свекла. в нашем регионе все говорят свекла. Свекла, буряк. Буряк. Свекла кто-то говорит, кто школьную программу предпочитает. Придерживаться школьной программы, Да. скажем так. Так, ну вот оптимальный размер, мой любимый. Да, такой средний. Да, по сути. Удобно варить, не надо обрезать ничего. Потому что когда крупная, разрезаю там на 2 части, а это вот идеально. Взял и готовь. Да. Кстати, видно, насколько Видно, плотно. насколько плотно все он в Одна к свекле одной. здесь, да. Все в свекле. И начинается кабанчики. Свекла, которая. А буряк, свекла, да? Да. Свекла, буряк. Чуть гуще были. Помельче. Вот такие ну, вышли. На самом деле нормальный размер. Да, да. Ну, самая мелкая вот такая поросль, но она практически не мешала. Это еще можно съесть, а это на выброс. Такой ряд получается красивый. Опа. Так, сюда. Опа. Опа.
Красота. Люблю, когда красота. Вот, да. Длинная какая Ага. вообще. Особенности Да. этого сорта. Бывает такая длиннющая. Такая вот растет. она, цилиндра. Вот такая красота получается. И здесь у меня. В принципе, свеклы много не нужно. Но между тем, в прошлом году мы посадили полметра, и нам не хватило, мне не хватило. Ого! О, он красавец вообще. Вообще. Да. Она сантиметров 30 почти такая. Да, вообще. Вот такие экземпляры, конечно. Но это уже не на борщ, хотя и на борщ могу такую свеклину на кастрюлю Это легко. уже скорее на икру. И на икру. Так вот, что я хотела сказать. В прошлом году мы садили свеклы всего полметра. И нам все-таки не хватило. В этом году решили все-таки метр. И вот это метр. И я вижу, что получается очень много свеклы. Очень много. Скорее всего, будет, как говорится, прям таки с запасом большим. Но будем свеклу есть. Ну, конечно, сколько там этой свеклы надо? Не будешь же каждый день там винегрет, икру есть. Но надо чаще. Вот эта грядка шириной 1,20 м. Посадили 1 погонный метр. Да. А в итоге, у меня тоже привалил красавчик. Красавчик. Хотя я же говорю, для приготовления такие экземпляры не очень, но когда вырываешь, все равно приятно. испытываешь приятные ощущения. Да. О, опять красавчик прям Ого, вообще. глянь. О, и ты, давай с 2 красавчиками сядем. Вот это мы молодцы. Классно, да? Ну да. Приятно убирать урожай. Очень. Прям вообще здорово. Красивая свекла в этом Да, году да, выросла прям. вообще. И последний. Замечательно. И последний тоже красавчик. выглядит. Да, Просто красавчик. серьезный. Корнеплод. Класс. Ну вот это урожай с 1 погонного метра грядки. Ну, разместили где-то на 2 метрах, наверное, да? Ну да. То не помешало. Да, вот вблизи с рукой. Ну, то пришлось бы вот таким слоем класть, ее плохо видно было бы. Вот, вблизи с рукой корнеплоды. С этой стороны. Да, не все гигантские, но это хорошо, потому что именно гигантские как раз таки нам и не нужны. Именно поэтому густотой отрегулировали, чтобы получалось вот так примерно. Ну а теперь обрываем ботву. Складываем свеклу в ведра. Хотим взвесить, чтобы потом посчитать урожайность в пересчете на квадратный метр и сотку, да? Да. И плюс эту свекольную ботву, ну, в общем-то, мы так каждый год и делаем, отдадим соседке. А в этом году вообще проблема с травой, аномальная засуха, травы нет. И думаю, соседке свекла очень будет. Кстати, у нее там коровы. Такая свежая зелень для коров будет очень-очень кстати. Это да. Ну все, и отдаем там кукуруза, свекла, морковь, ну ботва имеется в виду. Капуста. В этом сезоне коровам приходится сложно. Да. Просто они сено вообще не заготовили. Степи сухие, косить нечего было. Кстати, у кого-то может возникнуть вопрос, а почему вы сразу не отрывали ботву? Ну как почему? Чтобы красоту показать, Ну уложить да. красиво свеклу. Чтобы сделать наглядно, красиво красивые показать. кадры. Конечно, можно было сразу обрывать ведром. Тогда Если бы- без съемки, да, то Да, сразу просто ведро. обрывали бы. Ну, а так как у нас съемка, А так вот разложили, наглядно же да, выглядит. все красиво очень. Вот. Для того и сделано, чтобы показать наглядно. И красиво. Тут эстетический момент. Мы Да. любим красивые кадры. Слушай, тут столько ведер выйдет. Да. Ну, мы и тачку-то взяли. Потом все это в тачку, во двор, на просушку. Потом уже в погреб. Кстати, ведра 20-литровые, вот даже половину еще не сложили, уже 2 ведра считаем. Да. Какая там половина? Мне кажется, я только треть прошла. В этом году очень много, конечно, свеклы получается. Ну, будем есть. Надо
больше этих винегретов делать. Я вообще очень люблю винегреты. Свекольная икра. Опять же, свекольная икра как с томатиком, с морковочкой, с лучком. Замечательно получается. Ну и борщ. Прям вот борщ я на 5-литровую кастрюлю легко могу вот такую свеклину и даже к ней еще маленькую. Вот так могу. То есть там в борще больше всего свеклы. И получается очень такой сладкий, вкусный борщ. Такой прям супер. Так, ну что, мое уже взвешивать надо. Да? А я ж разговариваю, чуть-чуть Ну да. медленнее работаю. Весы настроили так, чтобы с массы ведра как раз на 0 выходила. Да. 14 килограмм? 14 200. Да, 14 200. 200 вот ведро. Вот так вот. Опа. Оба. А тут сколько? А, у меня чуть-чуть... 14 все-таки 14, тоже, да, на 14. Итого уже 28 килограмм. Да. Так. Ну, теперь высыпаем в тачку. Потом оборвем еще. Ведро. Ты красота. Кстати, в этом году была же аномальная жара и засуха. И получается, мы, конечно, поливали, соответственно. Но не все культуры нормально вели себя при аномальной жаре и засухе. А свекла, получается, хорошо чувствует себя при такой жаре. Урожай прекрасный. Да. Ну, естественно, поливали. Охлаждали. Практически дождя не было, поэтому Вот получается всю весну, все лето. с февраля вот до Да, конца да. октября. Не было нормального поливного дождя. Причем сейчас вот в октябре последнюю неделю капало, да, но вот за все это время накапало всего 20 миллиметров. Да. А это примерно половина нашего обычного полива. Хотя моросило несколько дней, но оно именно моросило, не то чтобы поливало. Ну, то есть, по сути, в этом сезоне дождей, способных именно полить, их не Их было. не было. Вообще ни одного. Такого, чтобы пропитало землю до уровня корней полностью, такого не было. Ни одного. Даже разок там что-то вроде ливня было, но Слишком кратко. слишком кратко, да, тоже не промочило. Ну, а свекла, смотри, несмотря на все эти погодные условия, такие не очень, свекла вообще отлично То есть себя показала. даже температура плюс 40-50 доходила, а все равно, если нормальный полив, свекла растет хорошо. Да. Но не все культуры в этом году так бодренько себя ощущали. Однако свекле все нипочем при определенном уходе. Казалось бы, сильно вянет ботва у нее в жару, но все равно. Но при этом сейчас смотри, какая ботва сочная. Да, прям да, грызть хочется. времени хватило. ей всё Кстати, равно можно с сорвалась. ботвы очень вкусные борщи готовить. Тоже прямо из ботвы. Я готовлю иногда. Че, а 2 полных не получилось? Ну, между тем почти. Да. Так, 9. Да. Одно ведро 9. Да. И второе сразу. И второе тоже 9. Второе тоже Прям 9, вообще. Один в один. Все. Итак, получается 28 плюс 18. 46 килограмм с 1 метра грядки. Вот такой урожай. Ну или разделить на 1,5, чтобы знать, сколько будет квадратного метра. Потому что Да. грядка 1,20 м плюс тропинка 30 сантиметров. Ну, теперь отравняем более тонким слоем, чтобы немножко просохло. А потом уже отправим, когда подсушится, немножко в погреб на хранение. Так, в один слой. Да, в один слой, чтобы она вся так, эта грязь немножечко подсохла. Так нормально, смотри, грядка выросла. Да, да, хорошо получается. Просто шикарно. Урожай на свеклу. Да, Супер. супер. Жалко, не солнечная погода, но все равно неплохо. Сухо, ничего не капает. Так, ну что, прикинем массы. Например, вот это, наверное, самая крупная. Сколько там она? 1,5 килограмма. Угу. Что там еще? Например,
800 граммов. Такое вот 965. Что-то такое средненькое. Ну, вот, например, 533. Самое мелкое. Ну, давайте вот такое возьмем. Это самое мелкое. 37 граммов. Смотреть по самой мелкой. Вот собрали всю в одно место. Видно, что ее тут в пределах килограмма. Ну, а так средняя вот такой вот, например. 263. Ну, видно, что в основном тут мелочи практически нету. В основном либо средняя, либо крупная. Ну, итого просчитали. Получилась примерно урожайность в пересчете на квадратный метр примерно 30 килограммов с копейками. Ну и на сотку 3 тонны с копейками. Ну так, такая вот урожайность. Это в несколько раз больше, чем средняя урожайность столовой свеклы в мире. Сорт цилиндра именно столовый. Средняя урожайность столовой свеклы в мире от 350 до 500 килограммов с сотки. Ну, у нас получилось 3 тонны. Заметно больше. Конечно, у нас не сотка. Ну, естественно, нам хватит и с 1,5 квадратных метра, 46 килограммов. Вот так. Очень достойный урожай. И достойная урожайность в сравнении со среднемировыми показателями, так вообще супер урожай. И это в очень сложный сезон. Крайне засушливый, крайне жаркий. Вот это вот сейчас свекла занимает место больше, чем площадь, на которой она росла. То есть действительно очень высокая урожайность. Причем товарного размера. Если видео и информация понравились, полезны, ставьте лайки. И подписывайтесь на наши каналы, чтобы сразу узнавать о выходе новых видео. И делитесь с друзьями. Удачи и отличных урожаев! С вами были Татьяна и Евгений Гордеевы. А если у вас есть опыт земледелия, пишите в комментариях, поделитесь опытом. Ведь наши фильмы смотрят люди из 140 стран, комментируют и читают. Если и вы поделитесь в комментариях собственным опытом, упоминая регион, условия и особенности выращивания, это поможет всем легче ориентироваться, понимать и успешно применять новый опыт в своих условиях, несмотря на климатические аномалии. Заранее спасибо.